Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Татьяна, и я предлагаю сегодня связать вот такого пчеленка. Этого пчеленка я вязала из пряжи 20% мериносовая шерсть и 80% акрила. Получился он высотой где-то 25 сантиметров вместе с рожками. И сегодня я хочу попробовать, чтобы у вас был выбор, связать пчеленка из плюшевой пряжи. Вот я связала ручку и ножку и покажу вам сразу разницу. То есть, если у этого пчеленка вот такая ножка, то плюшевая уже будет вот какая ножка. Поэтому смотрите, выбирайте сами. Из плюша получится большая пчела. Ну и этот, в принципе, не маленький, 25 сантиметров. Поэтому решайте и выбирайте. Так, что нам понадобится для вязания? Конечно же, нам понадобится крючок, маркер, игла для пришивания, ножницы, палочки для набивания, по желанию, наполнитель. И, конечно же, нам понадобится пряжа. Пряжа понадобится нам 4 цветов. Понадобится желтый цвет, черный цвет, коричневый цвет или какой вы желаете для того, чтобы связать ведерко с медом. И белый цвет для крылышек. Вместо черного также можно использовать какой-нибудь темно-коричневый цвет. Это уже как вы захотите. У меня сегодня будут вот такие цвета. Итак, начинаем мы с вами вязать с ручек и ножек. Вот это у нас ручка, это ножка. Так как они будут ввязываться, поэтому мы начинаем вязать с них. Обычно я вяжу с больших деталей. Но сегодня будем ввязывать. Поэтому, так, вот такая ниточка, это у меня приготовлена для пришивания. Пришивать здесь много не придется. У маленькой пчелки пришивная голова, рожки и крылышки. Все. Но я хочу сегодня провести эксперимент и сделать пчелку цельновязанную. То есть я хочу попробовать связать тельце и голову все вместе, чтобы не пришивать голову. Поэтому, может, вы не торопитесь, посмотрите, как это получится. Но думаю, что все будет хорошо, потому что у меня есть мастер-класс дракона, и там я тоже меняла схему и делала цельновязанного его. Поэтому, думаю, и с пчелкой у нас все получится. Так, забыла сказать, что еще понадобятся глазки. У меня глазки на безопасном креплении. Для пчелки, которую я буду сегодня вязать, я еще пока не определилась с размером глаз, потому что не знаю, какая она получится. На маленькую пчелку, если вы будете вязать, где-то 12-14 миллиметров глазки используются. Итак, начинаем мы с ножки. Берем пряжу цвета черного, либо темно-коричневого, какой вы выберете. И в кольцо амигуруми, либо в начальную петлю. Я всегда вяжу в начальную петлю, поэтому я делаю 2 воздушные петли. Мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязали первый ряд, второй ряд мы с вами вяжем 6 прибавок. Так. Я поставлю маркер, потому что в черной нитке очень плохо видно.
Это у нас будет одна прибавка. Вторая прибавка. Для тех, кто не знает, прибавка — это мы провязываем 2 столбика в одну петлю. Третья прибавка. Столбики без накида. Четвертая прибавка. Пятая прибавка и шестая прибавка. Провязали второй ряд, и у нас с вами здесь получается 12 столбиков без накида. Так, забыла еще сказать, что когда я свяжу пчеленка, я укажу расход пряжи пчеленка из плюша, ну, из плюшевой пряжи. У меня здесь идет пряжа 100 грамм 93 метра. То есть обычно 100 грамм 120 метров. Сегодня у меня вот такая пряжа 100 грамм 93 метра. Поэтому расход будет указан, исходя из этого метража. Итак, вяжем третий ряд. Третий ряд мы провязываем столбик прибавка 6 раз. Провязали столбик, провязываем прибавку. Столбик, прибавка. Провяжите так еще 4 раза. И в конце ряда у вас должно получиться 18 столбиков. Провязали третий ряд, вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду мы провязываем 2 столбика, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй столбик, прибавка. Провяжите так еще 5 раз. Провязали этот ряд. В этом ряду у нас с вами получается 24 столбика без накида. Следующие 3 ряда, то есть 5, 6 и 7, мы провязываем без изменений по 24 столбика. Провяжите эти ряды, пожалуйста, самостоятельно. Провязали 3 ряда по 24 столбика. Вот такая деталька у нас с вами получается. И дальше мы начинаем делать убавки. Мы провязываем 2 столбика убавка 6 раз. Первый столбик, второй столбик. И провязываем убавку за передние стенки петли. Первый столбик, второй столбик. И провязываем убавку. И так еще провяжите 4 раза. Вяжем следующий ряд 9. Провязываем столбик убавка 6 раз. Провязали столбик, провязываем убавку, снова столбик, снова убавка. И так еще 4 раза. Последнюю убавку мы с вами не довязываем. Давайте встретимся именно на последней убавке. Так, вот у меня осталось 2 петельки. Последняя убавочка. Я протягиваю нить в петлю и оставляю 2 петельки на крючке. Это для тех, кто не знает. Сейчас мы будем делать смену нити. Черную нить я обрезаю и перехожу на желтую пряжу. И уже последнюю убавку мы довязываем желтым цветом. Протянули ниточку. Так, убираю маркер. Следующий ряд я буду вязать за заднюю стенку петли. У маленького пчеленка я вязала за обе стенки. Можете посмотреть, как это выглядит. То есть, ну, на тоненьких нитках переход цвета
не очень заметен. Здесь я буду вязать за заднюю стенку петли. Вот я вязала за заднюю стенку петли. Итак, ниточки мы будем вязывать сразу. И провязываем 12 столбиков без накида. Так, вот я провязала один. И провязываем так целый ряд за заднюю стенку петли. 12 столбиков без накида. Провязали. Вот так это сейчас выглядит. Уже можно набивать ножку. Я сейчас провяжу еще рядок. И тогда уже буду набивать. Так нам теперь нужно провязать с вами 14 рядов по 12 столбиков без накида. Давайте провяжу с вами один ряд и набью ножку, посмотрим, как это выглядит, и дальше вы уже самостоятельно будете довязывать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Так, сейчас набью основание ножки вместе с вами. Так, у меня наполнитель Синтишар. Холофайбер Синтишар. Кому интересно, но я думаю, интересно это только новичкам, да, кто только начинает вязать игрушки. Остальные уже для себя выбрали, каким наполнителем они пользуются. Вот у нас приобретает ножка форму шарика. Я еще добавлю. Все, так, сравниваю с этой. Но она у меня еще немножко вытянется, потому что будем набивать, когда уже довяжем. Но стараться все равно смотреть, чтобы обе ножки были одинаковые. Вот такой шарик получился. Так, 2 ряда желтым цветом мы с вами провязали. И остается нам провязать с вами 13 рядов по 12 столбиков. Итак, провяжите самостоятельно 13 рядов желтым цветом по 12 столбиков. И там мы с вами уже встретимся. Так, вот я провязала в общем 15 рядов желтым цветом. Вот такая ручка получилась. Теперь по схеме этого нет, но я предлагаю соединить, чтобы было легче ввязывать, соединить обе части руки. То есть сложить пополам, провязать это, чтобы был единый, ну скажем так, шов для ввязывания. Итак, я вот хочу соединить, чтобы переход у меня оказался внутри. Поэтому я сейчас, видите, если я так провяжу, то он у меня будет впереди. Ну, в принципе, или сзади, как я сделаю. Но я
чтобы он был именно сбоку, сейчас провяжу еще немножечко вперед. Так, вот 3 столбика я провязала, складываю, вот у меня как раз оно внутри получается. И теперь нам нужно провязать 6 столбиков для того, чтобы соединить обе стороны ноги. Первый столбик, зацепляем, видите, насквозь. Второй, вот насквозь. Третий, четвертый, пятый и последний, шестой столбик провязываем. Протягиваем нить в петельку и обрезаем. Длинную оставлять не нужно, так как мы будем с вами ввязывать. Все. Итак, нужно связать 2 ножки. Еще хочу сказать, что когда будете набивать ножку, вот здесь сверху сильно много не набивайте, чтобы когда будем приделывать к телу, то есть ввязывать ножку, она не торчала сильно, а здесь было мягкое место. Итак, ножки готовы, и мы будем вязать ручки. Ручки вяжутся по тому же самому принципу. Но я буду говорить все равно. Так, берем пряжу черного или коричневого цвета, какую вы выбрали. И как обычно мы начинаем, я вяжу в начальную петлю, поэтому делаю 2 воздушные петли. Мы провязываем либо в кольцо амигуруми, либо в петлю 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязали. Далее мы провязываем второй ряд 6 прибавок, то есть по 2 столбика в каждую петлю. Я поставлю маркер. Можно использовать контрастную нить, как вам удобно. Так, это у меня будет первая прибавка. Это у меня будет вторая прибавка. Далее третья. Четвертая. Пятая. И последняя, шестая прибавка. И в этом ряду у нас с вами получается 12 столбиков без накида. Третий ряд мы провязываем столбик, прибавка 6 раз. Провязали столбик. И провязываем прибавку. Столбик, прибавка. Провяжите так еще 4 раза. И дальше у нас в этом ряду должно получиться 18 столбиков без накида. Следующие 3 ряда, 4, 5 и 6, мы провязываем без изменения 18 столбиков без накида. Провяжите их самостоятельно. Вот что у нас с вами получается. Провязали 3 ряда, 18 столбиков. Дальше мы начинаем с вами вязать убавки. Мы провязываем столбик, убавка 6 раз.
Так, провязали столбик. Провязываем убавку за передние стенки петли. Провязали убавку. Столбик. Убавка. Это 2 раза. Столбик. Убавка 3 раза. Столбик. Убавка 4 раза. Столбик. Убавка 5 раз. Столбик. Убавка 6 раз. В итоге мы с вами получили 12 столбиков без накида. Следующий ряд мы начинаем провязывать с убавок. Мы провязываем 3 убавки подряд. Первая убавка. Вторая. Третья. Провязали 3 убавки и довязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И 6 столбик мы не довязываем, будем делать смену нити. Вытянули петельку, 2 петельки на крючке оставляем, ниточку обрезаем, берем пряжу желтого цвета и уже эту петельку протягиваем в эти 2 петельки желтую пряжу и начинаем вязать следующий ряд уже желтым цветом. Дальше мы так же делаем, как мы вязали на ножке. То есть мы провязываем 9 столбиков за заднюю стенку петли. Но если вы не хотите, то можете провязывать за обе стенки. Так, ниточки эти ввязываем, которые у нас есть кончики. Второй. Так, и так провязываем до конца ряда. Так, вот я довязала этот ряд, набила ручку. Вы тоже набивайте, потому что дальше уже пойдет узкое отверстие и будет это неудобно делать. И следующие ряды, вот здесь мы с вами провязали 1 ряд, как и на ножке. Всего в общем должно быть 15 рядов желтым цветом. 1 мы с вами провязали, поэтому провязываем еще 14 рядов по 9 столбиков без накида. Провяжите их самостоятельно и встречаемся. Вот я провязала, набила ручку, и в конце я, видите, не набивала ручку. То есть где-то 1, 2, 3 ряда у меня пусто, чтобы ручка потом прилегала плотно к телу. И теперь я предлагаю сделать то же самое, что мы делали с ножкой. Соединить обе части руки, когда складываешь пополам, чтобы было легче потом вязывать. Здесь ручка у нас уже отличается. Если ножка была полностью круглая, вот так, наверное, будет видно, то здесь у нас вот, видите? Ну и в зависимости от того, как вы хотите сделать ручку вперед или в бок, вы уже и провязываете вместе ручку. Я хочу, чтобы у меня ручка смотрела вперед. Поэтому для того, чтобы мне соединить, я еще довяжу, наверное, 2 столбика. То есть сейчас я провяжу 2 столбика, посмотрю.
Провязала 2 столбика. Вот если я соединяю, то будет мало. Наверное, нужно еще. Провяжу еще 1 столбик. Вот так будет хорошо. И здесь я провязываю 5 столбиков. Да, у нас тут нечетное количество, 9 столбиков. Но вот нужно так провязать. Захожу в эту же петлю, выхожу сзади. Это будет первое. Второй столбик. Третий. Четвертый. Видите, для 5-го все равно остается место здесь. И 5-й. Провязали 5 столбиков, соединили руку, протягиваем нить в петлю и нить обрезаем. Длинная нить нам не нужна. Все. Так, вяжем 2 такие руки. И будем продолжать тогда вязать с вами нашу пчелку дальше. Итак, начинаем вязать тело. Берем мы нить либо черного, либо какой вы выбрали цвет. В начальную петлю или в кольцо амигуруми мы набираем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Второй ряд мы провязываем без изменения, 5 столбиков без накида. Первый столбик я на всякий случай поставлю, хоть здесь и немного. Второй, третий, четвертый и пятый. Провязали 5 столбиков, и следующий ряд мы провязываем 5 прибавок. Маленькая деталька получается. 5 прибавок, то есть по 2 столбика в каждую петлю. Первая прибавка. И провяжите так еще 4 раза. Провязали 5 прибавок. Следующий ряд мы провязываем с вами без изменения. То есть в третьем ряду у нас с вами должно было получиться 10 столбиков. И поэтому четвертый ряд мы провязываем с вами 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Провязали. Дальше мы провязываем с вами столбик прибавка 5 раз. Столбик, прибавка. Провяжите так еще 4 раза. Провязали в этом ряду, у нас с вами должно получиться 15 столбиков без накида. Следующий ряд мы провязываем 2 столбика прибавка 5 раз.
Первый столбик. Второй столбик. Прибавка. Провяжите так еще 4 раза. У вас в конце ряда должно получиться 20 столбиков без накида. И следующий ряд, 7-й, мы провязываем без изменений. 20 столбиков без накида. Провязали. Вот что у нас с вами получается. Следующий ряд мы провязываем 4 столбика прибавка 4 раза. И в конце ряда у нас с вами должно получиться 24 столбика. Первый столбик, второй, третий, четвертый, прибавка. Провяжите так еще 3 раза. Следующий ряд, 9, мы провязываем с вами 3 столбика прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, прибавка. Провяжите так еще 5 раз. В конце ряда у вас должно получиться 30 столбиков без накида. И следующие 2 ряда, 10 и 11, мы провязываем без изменения 30 столбиков. Провяжите, пожалуйста, их самостоятельно. Провязали. Вот такая деталь у нас уже с вами получается. Следующий 12 ряд мы вяжем 4 столбика прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, прибавка. Провяжите так еще 5 раз. В конце ряда у вас должно получиться 36 столбиков без накида. 13 ряд мы провязываем без изменений 36 столбиков без накида. И последнюю петлю в 13 ряду мы не довязываем. У нас с вами будет переход цвета. Так, вот я провязала. У меня осталась последняя петелька. Я обрезаю ниточку. Беру желтую пряжу. И протягиваю через эти 2 петельки. Это у нас с вами будет заканчиваться ряд. Так, следующий ряд мы провязываем без изменений 36 столбиков, но уже желтым цветом. Здесь я буду вязать уже за обе стенки петли. Не буду вязать за заднюю, посмотрим, что получится. И обязательно кончики нитей мы ввязываем. Извините. 2, 3. Так. 4. 5. 6. 7 и так далее до конца ряда 36 столбиков. Вот так получается, если вязать за обе стенки петли. Хотите, вяжите за заднюю стенку. Ну, вроде бы как интересно получается. Итак, довязываем этот ряд до конца. В общем 36 столбиков без накида. Провязали этот ряд. Вяжем следующий ряд. 15. В 15 ряду мы провязываем с вами 5 столбиков прибавка 6 раз. И в конце ряда у нас с вами должно получиться 42 столбика. Первый столбик, второй, третий, четвертый,
5, делаем прибавку. Провяжите так еще 5 раз. Провязали этот ряд. В следующем ряду мы будем с вами вязывать ножки. Поэтому берем ножки и начинаем вязать следующий ряд. Мы провязываем 2 столбика без накида. Провязали первый, второй. Теперь мы берем ножку и будем ее вязывать. Если вы соединяли ножку сверху по отношению к переходу цвета, то смотрите, чтобы он у вас оказался внутри. Так, я буду следующую петельку, вот эту ниточку я продеваю, чтобы она нигде не торчала, как сопелька. Извините за выражение. И так, распустился у меня столбик. И буду эту ниточку вместе с ножкой ввязывать. Теперь мы провязываем 6 столбиков вместе с ножкой. Первый столбик. Заодно ввязываем ниточку от ножки. Второй столбик. Третий. Если нужно, посматривайте, чтобы не ошибиться и не пропустить петлю. Четвертый. Пятый. И шестой. Вот, ввязали одну ножку. Продолжаем вязать дальше. Дальше мы провязываем с вами 14 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13 и 14. Теперь берем вторую ножку, опять же смотрим, где у нас был переход цвета. Я опять ниточку продену в следующую петельку и буду ее ввязывать. И провязываем 6 столбиков вместе с ножкой. Так, смотрим, где ниточку вставляли. Заминка у меня. Нитки очень гладкие у меня. Так, провязали первый, второй, так, посматриваем, третий, четвертый, пятый и последний, шестой столбик. Провязали. Дальше у нас с вами остается до конца ряда 14 столбиков. Провяжите их самостоятельно. Провязали этот ряд. Вот что у нас с вами получается. Так, вяжем следующий ряд. Следующий ряд мы с вами провязываем 6 столбиков прибавка, 6 раз.
И в конце ряда у нас с вами должно получиться 48 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Делаем прибавку. Провяжите так еще 5 раз. Последнюю петельку в этом ряду в прибавке не довязываем. Довязали этот ряд. Вот в прибавке у меня это второй столбик. Я его не довязываю. Обрезаю ниточку. И присоединяю черную. Так, вяжем следующий ряд. Обязательно будем ниточки ввязывать. Следующий ряд мы вяжем с вами 7 столбиков, прибавка 6 раз. И в конце ряда у нас с вами должно получиться 54 столбика. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И делаем прибавку. Опять же, если вы хотите, можете вязать за заднюю стенку петли. Я вяжу за обе стенки. Итак, довяжите этот ряд до конца. 7 столбиков прибавка, еще 5 раз. Провязали этот ряд, и следующие два ряда, 19 и 20, мы провязываем без изменения 54 столбика. Провяжите эти два ряда самостоятельно. Провязали два ряда, я уже вот обрезала ниточку. Это у меня последняя петелька во втором ряду, где мы провязывали 54 столбика. И теперь мы меняем нить снова на желтую. Поменяли ниточку. И далее мы 3 ряда, 21, 22 и 23, мы провязываем с вами без изменения 54 по 54 столбика без накида желтым цветом. 3 ряда по 54 столбика. Провяжите, пожалуйста, эти 3 ряда самостоятельно. Провязали 3 ряда желтым цветом по 54 столбика и продолжаем вязать дальше. Дальше мы снова меняем нить на черную. Так, не буду я обрезать желтую ниточку, надо было изначально это не обрезать, но почему-то я показала именно с обрезанием нити. Ну, теперь уже пусть будет так. Оставляю желтую ниточку. И мы начинаем вязать с вами убавки. Провязываем 7 столбиков, убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, убавка. Итак, провяжите еще 5 раз. Следующий ряд, 25, мы провязываем 6 столбиков, убавка 6 раз. Первый столбик,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И провязываем убавку за передние стенки петли. Провяжите так еще 5 раз. В конце ряда у вас должно получиться 42 столбика. И 26 ряд мы провязываем без изменений. Последнюю петельку в 26 ряду не довязываем. Так, провязали. Вот что у нас с вами получается. Меняем теперь ниточку на желтую. Все, черная для тела нам с вами больше не понадобится. Так, заканчиваем этот ряд желтой ниточкой. И провязываем 2 ряда, 27 и 28 по 42 столбика желтым цветом. Третий, четвертый. Итак, провяжите эти 2 ряда по 42 столбика самостоятельно. Вяжем следующий ряд, 29. Мы провязываем 5 столбиков убавка 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, убавка. Провяжите так еще 5 раз. Следующий ряд вяжем 30. Провязываем 4 столбика убавка 6 раз. Ну, что я хочу вам сказать, получается достаточно большая пчелка. Второй, третий, четвертый, убавка. Провяжите так еще 5 раз. В конце ряда у вас должно получиться 30 столбиков. И следующие 2 ряда, 31 и 32, мы провязываем без изменений по 30 столбиков без накида. 33 ряд мы провязываем с вами 3 столбика убавка 6 раз. Первый столбик. Второй, третий и убавка. Провяжите так еще 5 раз. Провязали 33 ряд, и в 34 ряду мы будем с вами ввязывать ручки. Так, для того, чтобы ручки вязать ровно посерединке, по схеме там идет так же, как мы ввязывали ножки. 2 столбика и ввязывается ручка. Но лучше проверить. На ручку у нас отводится 4 столбика. Видите, ручка немножко уходит назад. Если сложить пополам, я вот складываю пополам и проверяю. Вот если я провяжу первый, второй столбик, то ручка у меня уйдет назад. Значит, мне нужно провязать 3 столбика и потом уже только ввязывать ручку, чтобы она оказалась наравне с ножкой. Вы смотрите у себя, потому что вяжут все по-разному и плотность разная. Но так как мы вяжем по спирали, все равно рядочки уходят у нас немножко. Поэтому нужно всегда проверять. Я провяжу 3 столбика. Так, первый. Второй. Третий. И теперь я беру ручку. Не забываем, что ручка у нас отличается.
этой частью, которая у нас выпуклая, я буду ввязывать ее вперед. Там, где у нас идут соединения, это будет задняя часть, где идет переход цвета. Поэтому я располагаю ручку вот так, чтобы ниточка у меня была так, вот так я ее располагаю. Так, сейчас я еще раз высоко задрала, наверное, вам ничего не видно было. Так, еще раз я сейчас складываю, проверяю. Если я ввяжу ручку вот так, то в принципе должно получиться. Итак, я провязала 3 столбика от начала ряда и сейчас буду уже ввязывать ручку. Захватываем столбик на ручке и захватываем петельку на теле и провязываем. Так, 4 или... Нет, я вас немножко обманула. Мы же с вами делали 5 столбиков, поэтому провязываем 5 столбиков. Второй. Третий. Большая деталь уже. Третий. Четвертый. И сейчас, прежде чем провязать последний столбик, я в эту же петельку уберу ниточку. Так, убрала ниточку и буду ее с последующими столбиками уже ввязывать. И провязываю 5 столбик вместе с ручкой. Вот так. Дальше по схеме мы провязываем 6 столбиков. Давайте провяжем 6 столбиков и потом опять же мы проверим, чтобы вторая ручка у нас была наравне. Так, третий у меня. Четвертый. Пятый. Шестой. Так, провязала 6 столбиков. Складываю опять деталь пополам. И смотрю. Ну, вы знаете, мне кажется, будет маловато. Конечно, когда мы набьем игрушку, все это будет смотреться по-другому, но я считаю, что мне нужно еще провязать. Так, здесь вот где-то заходит от середины сюда 1 столбик. Ну, 2 столбика я еще провяжу. И потом уже буду ввязывать ручку. Так, у меня это получается 7 и 8. Провязала. И теперь 5 столбиков. Так, не забываем правильно располагать ручку. Вот так она у нас располагается. Я опять же заправляю эту ниточку от ручки вовнутрь, в петлю, которую буду сейчас провязывать. И захватываю столбик на ручке и столбик на теле. Это у меня будет первый. Второй.
третий. Делаю медленно, потому что нужно и ниточку ввязать, и 2 детали соединить. Четвертый. И последний, 5. Ввязали вторую ручку и довязываем ряд до конца. У кого сколько осталось столбиков? У меня остается 3. Теперь я проверю. Ну, я считаю, что получилось ровненько. Поэтому вы все-таки тоже у себя проверяйте. Так, все. Ввязали ручки. И на этом по схеме как бы тело заканчивается. Но так как я решила вязать цельно вязаную игрушку, поэтому я сейчас без изменения провяжу один ряд. То есть 24 столбика я провяжу без изменений. Итак, если, ну не если, а провязываем один ряд 24 столбика. Итак, я провязала один ряд 24 столбика, немного набила тело, чтобы вам показать примерные размеры. Вот давайте сравним. Вот эта пчелка связана, как я говорила, из пряжи 20% мериносовой шерсти, 80% акрила. Вязала я его крючком номер 3. Я забыла про это сказать. И вот оно, тело пчелки из плюшевой пряжи, 100 грамм, 93 метра. Вяжу я крючком 3,5. Так что, видите, пчелка получается не маленькая. Итак, на этом я первую часть закончу. Долго затягиваться второй частью не буду. Во второй части мы уже с вами свяжем голову, крылья, рожки и оформим нашего пчеленка. Еще и ведерко с медом. Думаю, что мы постараемся все это сделать во второй части. Итак, ровных всех петелек. Спасибо, кто вяжет вместе со мной. Спасибо, кто подписался на мой канал. И до новых встреч!